Мой проект «Апостол платит деньги» успешно работает. За 4 месяца я уже выплатил более 30 миллионов рублей. Сегодня я хочу обратиться к представителям и сотрудникам спецслужб РФ. В частности, к ГУ ГШ, в простонародье ГРУ, к ФСБ, к службе внешней разведки и, в принципе, к любым военным, которые работают с нашими предателями. Меня интересует информация о предателях среди силового блока нашего. Очень интересные люди из СБУ, ГУР, службы внешней разведки, полиции. В принципе, о любых людях в погонах, которые предали нашу страну и сливают вам информацию. За подобного рода людей я заплачу от $500 000 рублей. Плачу на карты банков РФ или в криптовалюте. Сумма может быть очень большая, в зависимости от уровня человека, которого вы дадите. Также обращаюсь к отставникам силового блока РФ. Если вы уже находитесь на пенсии, я могу очень сильно поправить вам ваше благосостояние. В принципе, все по классике. WhatsApp, он в приоритете для общения. Telegram, куда можно написать. Также здесь появится электронная почта и этот Telegram-канал. Пишите, все анонимно. Готов платить деньги не только в РФ, но и в Украину. В виде доказательств меня интересует переписка, звуковые файлы, голосовые сообщения, фото документов, куда вы платите, как вы платите. Информацию проверять будут от недели до месяца. Суммы большие, поэтому нужно будет подождать. Пишите, пообщаемся. Можно вопрос до начала беседы? Просто чтобы понимать. А если тебя еще раз отправят, еще раз пойдешь? Ну, сейчас вроде не отправляют, насколько мне известно. Не, я чисто теоретически. Я не по факту. Вот приехал, тебя отправляют. Еще раз пойдешь? Буду выходы какие-то искать. Как не пойти? Так посадят же. Ну, не знаю даже. Наверное, нет. Не посадят. Наверное, не пойду. Даешь добровольное согласие на запись и публикацию этого интервью? Так точно. Меня Владимир звать. Полностью представьте, фамилия, имя, отчество. Это секретная информация. Вам она не нужна, так что вот так вот. 90-го года рождения. Откуда? Родом? Да. Неважно. 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 Что вас много с Челябинской области? Прошлый был с Челябинской области. Тут вроде не очень много. Ну, прошлый точно был с Челябинской области. Я просто не помню, как фамилия. Ладно. Мобилизованный? Контрактный? Контракт. Ага. А зачем контракт подписывал? Чтобы не сесть. А это как-то в ультимативной форме кто-то предложил? Я просто подумал, что меня не отправят прям на войну. То есть я же в армии не служил. Я по факту не военнослужащий. Просто доброволец думал так, где-то в тылу там что-то делать или что. Что-то делать или что? Ну, как бы, я не думал, что меня отправят в штурма. Ну, дальше. А они отправили. Не, я понял, я сначала как все происходило. Подписал ты контракт. Я говорю, тебе кто-то сказал так, что не подпишешь, сядешь? В уголовно-исправительной инспекции сказали. Уголовно-исправительная инспекция. УИ. УИН. Угу. УИН есть такая штука у вас, да? Это кто там? Ну, там следователи или кто-нибудь. Те, кто занимаются... Да, я ходил на отметки по условке. По условке. У меня была условка, да. И я там еще подрался, разбил шаурму. Шаурму разбил? Да. Зачем? Да, не следил за Плохую сделали шаурму тебе или что? Ну, типа того, там начал наговаривать на нас. И так вышло, что шаурма разбилась. Шаурма разбилась. Да, шаурма разбилась, он написал заявление. Киоск. Да. Угу. И я с условкой, как бы, и тут эта шаурма, выхода другого не было. А условка за что была? Да, за драку тоже. Сначала подрался раз, а потом разбил шаурму.
Ну, такой, в принципе, живенький пацанчик. Я бы и в плен, наверное, не попал, если бы меня раненого не отправили. Мне же после ранения с первого штурма я кое-как выгреб. Что за татушка у тебя? Собачка? А что означает? Ничего. Так, что еще старая. Ну, питбуль какой-то, да? Угу. Может, ты какой-то футбольный фанат? Ну так, да, Спартак. Ходили там, да, бились? Ну так, ребята бились. Толпа на толпу. Ну так, чисто поугарать, ну да. Поугарать. Ну, там иногда нормально угорают. Ну, можно прилипнуть. Можно прилипнуть. Можно. И тебе в уголовной этой инспекции говорят: друг Говорят. мой. И дальше. Сказали, типа, это, что ты подписывай контракт, он едет на СВО, все это, судимости, все снимутся с тебя. Я говорю, что я же строитель, по факту. Что там надо строить? Там много надо чего, строить. да. Ну, по херу, если бы ты сказал, я вообще водитель, тебе бы сказали, надо водить. Если бы ты сказал, я собаковод, тебе там собак надо разводить. Мне- Короче, варианты вообще. Выписку из приказа дали, по выписке из приказа я как раз какой-то водителем числюсь. Водителем там чего-то. Так я так понял, у вас все по выписке из приказа числятся водителями. Нет, там водитель какого-то комплекса, я точно не помню. Ну, то есть, я говорю, у меня даже Б-категории нет. А я там какой-то штукой управляю, военной. По Ну, я бумагам. так понял, что ты не управлял такой военной Нет. штукой. Максимум, чем я управлял, это своими ногами. И то не очень хорошо. И то, как выяснилось, не очень хорошо. Да. А в какую часть ты прибыл? В какое подразделение? Сначала я попал на полигон под Ростов. Номер части я то не помню, куда я попал, в какую часть. Потом прикомандировали, то ли перекинули, потому что непонятно, нам опять какие-то документы давали подписывать, может, нас просто в другую часть отправили. В 114-ю бригаду попал под Донецк. И водителем числился? Стрелок. Стрелок. Звание? Рядовой. Рядовой. Срочку служил? Никак нет. Никак Почему? нет. Так вышло. По здоровью не проходил? Нет, по здоровью проходил. Я Ну, у знаю, меня- что в России там откосить от срочки это проблема. Но у меня условка была. А, И с условкой не взяли, потом просто я не пошел. так ты пошел, чтобы в тюрьму не сесть или чтобы денег заработать? Что, в тюрьму не сесть? Давай вернемся на исходную. Вот сейчас все уже прошло у тебя. Ты знаешь все, что происходит, кроме своей вот финальной фазы, что ты в плен попал. Ты сидишь в УИН, и тебе говорят, пойдешь там водителем. Что твой ответ? Ну, не знаю, я бы, наверное, не согласился сейчас идти. Наверное. Ну, конечно, не согласился бы, потому что, мы как бы разговаривали вообще об одном, а по факту получилось другое. Так же, как бы и отношение такое получилось. То, что меня забрали после первого штурма в плен, забрали в больницу с ранением, у меня была сильная контузия. Доктор сказал, ему, говорит, 5 дней вообще лучше не вставать. Он мне говорил, ты лучше курить не выходи, на лестнице. Через 2 дня приезжает замполит. Я, говорит, его сейчас в штаб свожу и привезу. Вот это вот, что голова рассечена, Нет, это оттуда? Это нет. Это старое. из старого, понял. Да. И говорит, я его сейчас заберу, туда обратно привезу. Он говорит, у него контузия, там осколок в ноге, как бы ему лежать надо. Да нет, сейчас мы его ненадолго, Забирает, по итогу везет меня в штаб. В штабе я просидел до утра, до следующего. И на следующее утро меня опять на деревню везут. У меня ушиб всех внутренних органов в левой части. Все это зафиксировано. Я не дышать, не ходить толком не мог. Все еще вот на позицию приехали. Сутки я еще там провалялся. Потом просто говорят, все собирайтесь. Я говорю, я не могу бронежилет одеть даже. То есть куда я пойду? Вы видите, что я еле хожу. Он говорит, а у меня в приказе не было ничего сказано про твой бронежилет.
И собрали нас уже всех раненых, не раненых, там 13 человек отправились. Где это было, на каком направлении? Авдеевская. Авдеевское направление. Число, месяц? 20 октября в ночь на 21. И все, и мы пошли, как бы там 13 человек, все подраненные, там у кого ноги простреленные. Шел пацанчик с нами. У одного другого осколок в шее. Кто-то старый, кто-то просто по пути не дошел вообще. Просто где-то кончались. Ну и мы вот... Ну, у них, короче, был приказ взять Авдеевку любой ценой. Вы и есть цена. К этому вернемся. А до вот этого штурма, как ты ранение получил? Ранение получил я при выполнении боевой задачи кассетной ракетой. А какая боевая задача была? Боевая задача была занять позиции в окопе. Да. И удерживать позиции. Но я до туда не дошел. Меня на квадрат раньше затрехсотило. Еще там нескольких ребят затрехсотило. И я с 300-ми выходил из-под обстрелов. Мы, получается, 3 суток выйти не могли оттуда. Как, в каких ситуациях, при каких обстоятельствах ты стрелял в украинских военных? Я стрелял в ту сторону только ночью. А днем я их не видел. Когда на первом штурме мы были, там только арта работала. Непосредственного контакта не было ни разу? Ни разу. Ну, давай тогда в Авдеевку. Идете вы кривые, косые, хромые, вот эти вот. Это вот уже 2-й раз, да. Что сами идут, сами не идут. А можешь рассказать подробнее про этих всех людей? Кто это, что это за люди? У нас так получилось, что вот эти уже ребята, то есть я там с полигона видел там пару человек только, а остальные там постоянно люди меняются. Новые. А в каком они все были типа раненые? Ну, не все, но они все были вообще, все, кто короче, был там вот в этой деревне, всех собрали просто и отправили. А был такой, который не дошел? Командир группы тоже не дошел. Я не помню, командир группы мог и убежать. Не помню, как его звать, он шел, и в итоге его нет. И в итоге нас не 13 уже, а к первому окопу подошло 11. А потом дальше прошли, нас вообще осталось там человек 7. А зачем же вы шли? Так мы шли туда, дальше, туда же приказ был идти. Так командира же группы нет. Так командира нет, но нам-то сказали занять окопы там. Мы и шли туда. А потом уже, когда начали подходить, нас осталось по факту 4 человека. Я просто смотрю, что там, один как бы такой ниндзя, он шарит. И я думаю, надо держаться с ним как бы точно не пропаду, потому что, теряются люди куда-то. И все, и пошел за ним. Нас пошло 4, получается, а темно вообще, то есть темнота прям, как будто глаза закрыты, вообще ничего не видно, только вспышки от гранат взрывающихся. И так вообще ничего не видать. И все, и мы идем по какому-то типа ямы, окопа, проходим чуть вперед, и мы уже остаемся 4. Остальные где-то сзади остаются. Мы идем вперед уже 4. Один из нас, короче, с наших, достает чеку с гранат, идет и под жопу себе, короче, ее как то ли она случайно у него соскочила из руки, там всякие же палки, не видно. И он под жопу себе закидывает ее. Она у него под жопой взрывается просто. Нахрена он себе под жопу закинул? Я не знаю. И он вылетел с этого окопа с криками «Я 300, 300, 300» и дал дёру оттуда. И мы остались втроем. Реально вытянул чеку и себе под жопу гранату? Нет, я не видел, как это целиком произошло, но он чеку оторвал, он шел с этой гранатой. Пока вот тут вспышки были, я видел, что у него граната. Дальше как бы... он на ходу. Он на ходу шел, он ее то ли уронил себе под жопу, то ли, как-то так. За себя, короче, бросил. И у него, да. Так он типа как затрехсотился, потому что он понимал, я не знаю, что дальше... Что дальше страшно было, вообще страшно. Так он понял, что он дальше понял было. и не пошел. Нормально, нормальный И выход. по итогу мы остаемся уже втроем. Я вот с Астрой мы идем прямо, и один начал отползать от окопа. Потом уже я видел, что он 200, когда нас взяли в плен, уже рассвет был. И все, мы идем туда, с этой стороны стреляет пулемет, и сзади стреляет. И мы вот в такой низинке, получается,
типа кусок окопа оставшегося, потому что остальные части окопов там трупами и землей позасыпало. И мы в этом окопе нашли такой промежуток, там сверху бревна. Потому что там сверху работают еще кассеты по нам, и это единственное место, где нам можно спрятаться. А рация не ловит, потому что окоп. И вот там такой закуточек получается, на закутке ступенька, и в этот закуток мы вот так залазим, прячемся, сверху пни накрыты. Пытаемся, так видно, сверкают, когда кассеты ударяют. Я пытаюсь вытащить туда рацию на улицу, то есть на вытянутой руке. А здесь промежуток очень маленький. То есть поэтому я не могу там с автоматом поместиться. Я автомат положил вот так, поставил сбоку себе у ноги, встал на эту ступеньку, Астра развернулся, сел за мной. И вот так вот контролит окоп с той стороны. Я пытаюсь наладить связь с командованием. Связь не отвечает. По нам... Ты где жвачку взял? Где жвачку взял? Говорю, жвачку жуешь. По нам стреляют и... Не ответишь. Ты Нет жвачку жвачки. жуешь? Нет. А что ты жуешь? Что ты жуешь? Тебя с зубами что-то? Да. А, это ты типа вот так вот, ну, десна разминаешь, я не знаю. Нет, у меня болит зубы. Ладно. Ну, да, в окоп дальше. Не все, и как бы я пытаюсь связаться с командиром. Автомат у меня сбоку вот здесь стоит. Он должен был контролировать, что происходит здесь. По нам с той стороны, этот оползает, кричит сюда, мы его слышим только по голосу. Он говорит, пацаны, сюда не заходите, короче, стойте там. Выходите на связь, где наша птичка? Мы не можем выйти на связь. Начинают стрелять, короче, с чего-то. Точно я не знаю, то ли это какая-то граната, короче, то ли со шмеля. Возле нас прям шарахнуло так нормально. Нас чуть землей присыпало. И звон стоит в ушах. Я не понимаю вообще, что происходит вот так вот. И такое чувство, как будто он говорит с кем-то, с Серегой. Я такой, что-то типа там... И не слышу, что в рации. Вот так нажимаю, говорю, и не слышу. И себя не слышу, и звенит все. Я поворачиваюсь, и стоят уже, короче, два типа. Вот так и он такой лежит без автомата. Я стою, он мне говорит, что-то вот так. Я смотрю, у меня в руках рация. Он машет, и звук начинает немного появляться. Он орет, что там? Давай сюда. Я рацию отдаю. Этот автоматом в меня смотрит, второй вот здесь автоматом в него тычет. То есть у меня не было возможности. А третий ваш куда делся, я что-то упустил? А третий, который ополз, он уже потом, когда нас связали, в плен выводили, мы видели, он с дыркой в голове сидел. Прям сидел с дыркой в голове? Прям сидел с дыркой в голове. Лучше бы он не полз, да? Лучше бы он вообще не полз туда. Вообще не полз. Понятно. Какое подразделение брало вас в плен? Какое подразделение взяло в плен, точно не знаю. Да. Не говорили, они без шевронов все были. Нормально. Нацистов видел? Нацистов не видел. Не видел. Так вот, что типа с нацистами воюете? Ну, мы типа вообще как бы тут типа должны были все быть. Но я только украинцев видел. И натовцев не видел? И натовцев не видел. Прикинь. Их тут вообще-то и нет. Не знал, нет? Нет. Такая вот беда. Нам, в принципе, было говорено, что здесь все подряд. И иностранный легион там, и кого-то. Не, ну, добровольцами идут, конечно, что ж не. Ну, как Записываются в ЗСУ, так. как полагается. Не совсем так, как у вас. Не, я не знаю, у вас вот эти вот непальцы и все, я уже не помню, как они там подписывают контракт. Да, они подписывают какой-то контракт, что они будут где-то что-то строить, им тоже рассказывают, что они будут где-то что-то строить, или охранять, или гуманитарку возить. Ну, тут чуть-чуть другая ситуация. К нам, если идут люди, они идут осознанно и понимают, куда они идут, и что здесь будет, и что здесь идет война, и как бы и на какой стороне они воюют. А у вас там, кто не спрятался, я не виноват, знаешь. Или кто не спрятался, тот и попался. Вот не пальцы, вот эти вот все. Ну, короче, потом познакомишься с ними, они здесь тоже находятся. Ну, один у нас на отряде сидит. Ну тем более. Значит, уже познакомился.
Ну вот ты спроси, он там по-русски, если чуть говорит. Он по-русски вообще не говорит, он говорит на переломанном, в 3 раза переломанном английском. Я понял. А другой говорит, ну, короче, есть вот такие, которые говорят. Ну ты спроси, как он попал сюда, как ему сказали. А сказали ему так само, как и тебе. Ну вот этот тоже что-то строил. Ну да. Так всех отправляют, типа, что-то строить, а потом раз, и они на нуле, штурмовики. Правда, штурмовики, которые даже приказа никакого понять не могут, потому что они языка тупо не понимают. Защитники русскоязычных, сука. Ну, таких тоже видел. Ну вот это вот оно. Вот этот, который с дыркой в голове сидел, он за что погиб? Можешь себе объяснить? Что? За родину. Хрена себе. У тебя здесь родина? Нет. У него здесь родина? Нет. Как можно погибнуть за родину не у себя на родине? Как можно защищать родину не у себя на родине? Как можно защищать свою родину, убивая других людей в другой стране? Так можно любое вторжение, блядь, оправдать. Так получается, и нацисты гибли за родину во Вторую мировую, в Польше или в Советском Союзе. Они за родину гибли? Ну, как бы, я не знаю его мотивы, как он. Да не его мотивы. Ну, у тебя мотив какой? Не сесть в тюрьму. У него мотив, может быть, денег заработать был. Какие еще мотивы? Реальные. Не знаю, кто-то там шел из-за того, что, допустим, там родственники погибли тоже. Мстить. Кто-то, ну, у каждого свои мотивы, я не знаю. Месть, у меня вот мотив мести. такая ситуация произошла. А задуматься, чего эти родственники сюда пришли, и какой смысл им был сюда ходить и гибнуть, вот это вот никак, да? Какой смысл войны, можешь сказать? Не могу. Не можешь. Одна страна вторгается в другую страну. Какой смысл? Вообще без привязки к этой ситуации. Без России, без Украины. Вот одна страна вторгается в другую страну. Какой мотив? Чтобы первая не вторжилась к нам. Не вторжилась. Не вторглась. Офигеть. Короче, немцы во Вторую мировую войну вторглись в Польшу для того, чтобы Польша не вторглась к ним. А потом вторглись в Советский Союз, чтобы Советский Союз не вторгся к ним. Правильно? Нет. Что не, а что там нет, а здесь да? Есть какие-то признаки того, что мы собирались к вам вторгаться? Ты вообще себе представляешь, ты карту видел? Украину и Россию на карте видел? Как это мы могли вообще к вам вторгнуться? Если Россия больше там в 100 раз, не знаю. И население больше в 5 раз. Ну, примерно. И вооружение больше раз. Тоже в 100, наверное. Как это мы могли к вам вторгнуться? Не задумывались над этим? Шапками забросать через границу должны были лишь. Не, ну вы, конечно, уникальные ребята. Хотя я это уже давно понял. Не, ну, ты же не бойся, скажи. Может, ты боишься просто сказать? Знаешь и не хочешь сказать. Да нет, не боюсь. Ну так как мы должны были к вам вторгнуться? Не знаю. Ну просто там вообще у нас все преподносится по-другому. Что Да. Преподносится по-другому. Знаешь, как в Германии преподносилось вторжение в Польшу? Как? Не знаешь? Защитой германоязычных их притесняли. Этнических немцев притесняли в Польше. И
И поэтому Гитлеру пришлось вторгнуться. Ну, это так они объясняют. В принципе, Путин примерно точно так же недавно это прокомментировал в одном из интервью. Ну. Как вам преподносят? Ну что тут фашисты, что они сами свой народ бомбят. И все на нас валят, на оккупантов. Фашисты сами свой народ бомбят, да? Ну, действительно, страшные вещи. Наверное, надо ж посмотреть, да, вот смотри, вот Мариуполь, да? Это же Донбасс, Мариуполь. Вот он таким был всегда и по 22 год. А таким он стал после того, как вы его пришли спасать и защищать. Ну, то есть, смотри, прямая причинно-следственная связь. Вы пришли, города нет. Северодонецк был такой, стал такой. Авдеевка была такая, вот как раз твой район, где ты был, стала такой. То это мы все сделали. Бахмут был такой, стал такой. Вот это не задача. Пока вас там не было, все было хорошо. И это тоже Донбасс считается. Типа. Пока вы не пришли его спасать и защищать, был целый, люди жили, все нормально. Вам не показывают, нет таких фотографий там? Или видео? Да нет, мы тут только смотрим там час вечера новости. Не-не, они здесь. Там, в России, где вам преподносят, говоришь, по-другому. Что вы тут типа кого-то защищаете. А не задавался вопросом, а что вам вообще делать в другой стране? Защищать там кого-то? Если вы защищаете Луганский Донецк, например, то что вы делаете в Запорожском там направлении или в Херсонском? Такие вопросы не задаются? Прикинь, как-то все непросто. Непросто. Чего молчишь? Да не знаю даже, как ответить нечего. А что думаешь об этом? Какие-то мысли есть, наверное. Заканчивать надо все это. Ну, заканчивайте. Идите домой, заканчивайте. Вы же сюда пришли. Не мышком. Заканчивайте. Добрый день. Добрый. Меня зовут Владимир, ваш друг в плену у нас в Украине. Ну, в общем, вы все знаете. Разговор этот под записи для публикации. Передаю ему трубку. Здорово, да. Зиганул сейчас? Здоров. Короче, ты бы вообще смотрели что-нибудь, нет? Чего? Короче, я в плену нахожусь, понял? С октября. Надо, короче, шумануть в ну там, на Яблочково или куда там, в военкомат. Узнать мой статус вообще. Посмотри там, где-то поищи. Здесь дают позвонить, просто я номеров ничьих не помню, понял? Только твой вот помню ватсапный. А если я тебе потом буду дозваниваться с обычного телефона, он у тебя работает? Да. Все, ништяк. Ну, я не знаю просто, где это все пробивать. Меня зарегистрировали в Красном Кресте. Организация эта миротворческая. Ага. Вот. Они меня зарегистрировали. Я, как помню, у брата телефон пытался ему набрать. Пытались ему там, отправить, а не письмо. Так письмо, короче, не дошло, ничего. А родители у тебя есть? Нет. Кто-то брат? И бабушка. Да, 2 слова скажу. Смотрите, я так понял, брат у него там, морозится, короче говоря, потому что пытались ему куда-то дописаться, дозвониться, он что-то
вне зоны доступа, да, если за него, вот за вот этого парня, никто не будет там ходить, там в военкомат, что-то там говорить, звонить, да, можешь, кстати, с экрана, ну, если есть второй телефон или с экрана можешь записать вот это вот, что он здесь в плену находится, да, чтобы было показать, да. Вот, если никто не будет ходить, говорить, то он здесь в плену может сидеть 2 года. Ну, а в плену не мед. Это, во-первых, а во-вторых, он нам здесь не нужен. Вот. Так что, ну, вы там делаете все, чтобы он, ну, как бы вернулся уже, да? Чтобы его в списке на обмен включили, чтобы его в списке пленных включили. Потому что если не показать, не звонить, не говорить, то он может числиться типа без вести пропавшим и все. Я понял. Ну, мы тут интервью с пленными проводим. Вы не смотрели, не, ни разу? Еще пока нет. Не смотрели. Моя фамилия Золкин, у меня на канале будет, и это тоже интервью. Вас ждать на интервью? Нет. Нет? Я в Москве. Это не важно, что в Москве. С Москвы сюда тоже приезжают. Вас еще не мобилизуют там, не? Нет, еще не мобилизуют. А если будут мобилизовать, что? Там разберемся. Ну, вы разбирайтесь, подумайте хорошо. Посмотрите, он тут историю свою рассказывает. Не очень такая штука. Там парень с дыркой в голове, трупы вдоль дорог лежат. Ничего хорошего. Не советую, короче. Не, ну может я что не так сказал, так Да ты поправь нет, меня. нормально. Все нормально. Да, дело. А можешь от себя добавить что-то? Вон. Он шарит. Угу. Вот. Такая суета. Главное, короче, до братишки, ну, дотянись как-нибудь там его найди. Или там, ну, в друзьях пошаришься, там спросишь, что кого. Может быть, там Александр Родионов, одноклассник тоже. Может, ну. Короче, давай все сделаю. Давай там держись нормально, чтобы будет. Главное, живой. Да. Ладно, братуха, что? Давай, рад был видеть. Давай, взаимно, давай, держись нормально, что будет. Все, давай, успокой родных, чтобы там все четко. Ну Давай, и сделаю, давай. ждите. Ищите, ждите. Давай, аккуратнее там. Все, давай, обнял. Спасибо. Давай. Ну, ты говоришь, он так, вроде такой, как вменяемый выглядит. Да, я сильно много вопросов не задавал, потому что ты сказал, что он как раз тебя отговаривал от этой истории. Да. А ему эти вопросы не хочу задавать, потому что мне никакого прикола нет, если к нему завтра приедут ваши эти маньяки. ФСБшники. Ну, маньяки, да. И возьмут его, мобнут его за пару слов каких-то лишних. Никакого смысла в этом нет. Нам здесь, ну, вы не нужны здесь, понимаешь? Да, мы понимаем. Самое главное, что и вам вы здесь не нужны. Ну, вот это вот печально. Есть от себя добавить что-нибудь? Или вопросы, может быть, есть какие-то? Да нет. Нет, ты можешь не бояться спрашивать. Да я... Как с другом за бутылкой пива. Я Можешь. не это... Знаешь, есть какой-то вопрос, задавай. Да Нам нет, скрывать нечего. да нет, да я понимаю, что... Мы дома у себя жили, нормально все тут было. И у тех, и у нас, у всех. Пока вы сюда не пришли. Да так, ничего, что сказать. В принципе, я вот переживал только за это. Ну, за то, что у меня родные не в курсе вообще. Чтобы там не переживали, потому что шок как бы. Там и так для всех это был шок вообще, что я туда поехал. А тут еще. Слушай, ну тебя по сути никто не заставлял. Ты сам себе принял такое решение. Ну, так точно. Сел бы ты или не сел, абсолютно не точно. Абсолютно непонятно. Сел бы ты или не сел. А по поводу того, что у нас нацисты, да? Вот посмотри, тебе пару картинок. Вот тебе... сейчас, секунду. Вот тебе нацистская Германия,
а вот тебе Россия. Символы разные, суть одна и та же. Это какие года? Это наши года. Какие года? Что за форма у них такая? Ну, я не знаю, как это форма, маршируют. У нас такой формы нет. Вот это вот эмблема дивизии, иронический знак Вольфсангель, господи, зеточки, которые вы носите. Вот это вот вдоль дорог там висели такие флаги со свастиками, это у вас теперь висят вдоль дороги вот такие вот тоже. Это называется военная пропаганда. Смысл не в символе, смысл в том, что пропагандируется в стране. Давайте все воевать, понимаешь? Вот это вот детки. Там и у вас. Но разница есть. Какая? Разница между ними есть какая-то. Принципиальная. Эти на ногах стоят, а эти на коленях. Да. Тебе В видишь? Видишь? У вас везде вот этот знак В. Вот тебе В, а вот тебе В. Ну, сила в правде. Почему-то вы такие защитники русского языка вдруг перешли на латиницу. Непонятно почему. Просто вот... У нас вроде это как Восток. Ну вот у немцев там тоже был, наверное, Восток какой-то, еще чего-то. Могли бы постыдиться хотя бы брать такие же точно символы, как у них. Восток или Запад. Это тебе немножко мог бы показать про... Ну, про нацистов, да? Вот смотри, про нацистов. Слава России! Всем как вам! Ты поддерживаешь спецоперацию? Слава Путину! Ну, эти группировки же... Я говорю, эти группировки все, они иссякли. Не иссякли, это был пленный. Вот этот вот мальчик, который сейчас зиганул, это вот совсем недавно были соревнования, это раз. А в плен с татуировками попадают по сей день, с татуировками нацистскими. Так что я не знаю, кто там куда иссяк. А еще у вас есть ДШРГ Русич, такой называется, чистые нацисты. Чистые нацики вообще. Которые даже этого не скрывают. Сейчас тут где-то будет кадр. Да скинхеды же. А? Скинхеды. Скинхеды, да. Быть русским – это значит быть снятым, расистом, экстремистом, свидобоем. Нельзя же тоже весь народ равнять на десяток конченых. А никто не нацистов. Это как раз из Русича вот этот вот урод, который я нацист. Не, никто не равняет никакой народ. Просто вам показывают точно такую же подобную нарезку из Украины. Нельзя, ты прав, нельзя ничего равнять. Но вам-то это гоняют 10 лет по телевизору, и вы-то верите, что у нас тут нацисты. Вот вам такая аналогичная про вас. Идите там, денацифицируйте, ёпт. А то Уткин, все знают прекрасно, что он с татуировками командир Вагнера нацистскими и подписывался как Адольф Петрович или что-то такое. Он всех устраивал до тех пор, пока Пригожин не развернулся и немножко не пошел в другую сторону. А так тут вопрос не нацизм, а кто там лежит под властью, кто не лежит. Вот и все.
Но если твоей власти нужно захватить часть Украины или всю Украину, то это совсем не означает, что это нужно кому-то из вас положить жизнь за захват чужой страны. Или нужно? Или территории мало своей? Или ресурсов своих мало? Чего мало? Население России знаешь какое? Почему-то никто не знает из россиян населения России. Какой? 90% пленных вообще понятия не имеют сколько. Ну как ты думаешь? Ну, не слежу за Ну переписью. давай уже генератор случайных чисел включай. Не надо следить за переписью. Ну, примерно надо понимать. Примерно. Да там в Россию со всех стран едут. Да при чем здесь кого-то это? Больше 10 миллионов населения. Ну, России. больше. Меньше миллиарда? Ну, меньше. Меньше. Давай, сколько? Ну, цифры называют около 140 миллионов. Чтобы ты был в курсе и другим рассказал. Около 140 миллионов. Так вот, если взять вот этот вот стол, да, за территорию России и расположить на нем 140 миллионов, то эти 140 миллионов займут примерно вот такую часть этого стола. А остальное все. Обживай не хочу. И ресурсов там так. Ну да. А когда сюда попадает какой-нибудь бурят, которые живут на залежах газа, вот я сейчас могу ошибиться, кто именно там, бурят, не бурят, и говорит мне, что у них газа в городе нет, ну я немного такой, знаешь, задаюсь вопросом. Может, вам надо о себе думать в первую очередь. Ладно, короче, это все не к тебе, потому что ты... Да так, знаешь, может кто-то из твоих там знакомых посмотрит, друзей близких. Есть друзья близкие, знакомые, приятели какие-то, которые тебя знают, могут посмотреть, увидеть. Ну да. Ну, посмотрят. Что б ты им сказал? Что б ты им сказал по поводу своего поступка? И нужно ли сюда вот мобилизоваться, ехать, там, контракты подписывать, или все-таки не стоит? Ну, никто и не поехал сюда. И не собирается. Я им отчаянно респектую. А что бы ты сказал тем, которые вроде как собираются, как ты, Не таких знакомых. а не знакомым? Там, куда я попал, там жопа. И... Не, ну послушайте Не, другие ну просто- интервью с другими пленными с других направлений, может там не жопа. Если... Как бы, я не знаю. Я не знаю, как бы все сложилось, просто если бы не отправляли просто раненых. Потому что когда человек не может идти, а его просто пихают, ну это просто на убой. Потому что даже каким бы ты там ни был суперсолдатом куда-то, если ты не можешь ходить, почему тебя, блядь, отправляют? Ну, отправляют же. Отправляют. Ну. А почему отправляют, как думаешь? Почему у России, у российской армии такая тактика? Для меня она вообще непонятная. Для меня понятно, и для всех понятно. Положить людей, Не. очистить Ну людей. как положить людей? Положить наших людей, да. Чтобы наши потратили БК, чтобы наши дали обнаружить, откуда, например, они ведут огонь. Разведка Это боем. Да. Так, разведка боем у вас по всем направлениям, и, И она не больше, прекращается. и она больше напоминает забрасывание мясом, нежели Ну, я что-то видел другое. эти поля, да, так себе зрелище. поля. Поля. Ну что там? Трупиков много в полях? Очень. И вообще, как бы,
все по-другому себе представлял, пока не увидел бэхи наши, которые летят просто по трупам, наматывая кишки на гусеницы. Людей, которые там просто идешь по болоту, там сколько-то уже, там вот так просто кучи. Навалены, то есть даже не понимаешь, куда наступаешь, это все трупы, кровь, трупы, ну. Лежат подолгу. Некоторые видно прям, что уже там прям все, чуть не до костей. Ну, собаки едят. Дикие животные едят. А ведь это чьи-то мамы, Мамы еще пока что не отправляют, к счастью, вроде бы. Ну, там собирали из колоний, но я не знаю, куда они делись. А, может, куда-то для развлечений там отправили в тыл. Не знаешь, что такое? Нет? Это чьи-то мужья, отцы, Ну, да. сыновья. Вот лежат. А тактика очень простая. Мяса такое количество, что им можно забрасывать. И в результате это мясо все равно какую-то территорию чуть-чуть захватит. Все. Только если посмотреть на Авдеевку, захваченную, на фоне всей остальной территории Украины, на фоне вот этого вот километража, который прошли российская армия, и посмотреть на эти поля трупов, то можно просто на секундочку себе представить, если вот эти 10 километров стоили такого количества жизней, что просто будет дальше. И не будет мобилизованный здесь ни водителем, ни строителем. На любом направлении он станет мясом. Все. Чтобы ни у кого не было иллюзий. Все. Добавить нечего. А по поводу того, что раненый и не раненый. Ты думаешь, если бы ты был не раненый, у тебя была бы какая-то другая участь в той ситуации? Не знаю, я просто все, что я помню, что я с таким очень трудом шел вообще, двигался. Как бы двигаться надо было в любом случае. В тот блиндаж, Очень в который быстро. вы попали, в тот блиндаж, Это даже не блиндаж был. ну, окоп, куда прилетело, да? Может быть, то, что ты был раненый, тебя и спасло. Потому что ты хотя бы на месте сидел и не двигался. Потом тебя контузило, пришли наши и взяли тебя в плен. А вот тот второй, который мог чуть поживее, что-то там лазил, пытался что-то там отстреливаться, тот с дыркой в голове сидел. Так что тут не угадаешь, понимаешь? Тут, ну, не знаю, я не хочу за тебя говорить, но вообще, как ты считаешь, тебе повезло, что ты в плен попал или нет? Думаю, да. Я думаю тоже, что да. Потому что процент попавших в плен на общий коэффициент тех, которые лежат там в полях, он мизерный. Даже не знаю, может 5%, может меньше. А остальные погибшие. Это все. Наверное, процент попавших в плен примерно такой же, как процент вернувшихся, которым удалось там вернуться. Ну, еще есть огромный процент тех, которые остались просто дурачками или бесконечностей. Тоже не сильно хорошая судьба, правда? Ну, да. Или я брешу сейчас? Да нет, конечно. Да, даже появляются сейчас все больше и больше. Здесь много у нас ребят. Бесконечности? Ну, я знаю. Я заходил к ним. А один лежит овощ, знаешь? Привезли недавно. Его прооперировали, но там Ну, что-то... санчасти, да. Да. Не может не назваться и вообще ничего не понимает.
А эти лежат, да, в аккурат, ножек нету. Ножек нету теперь. Все. Хотя бы как-то кучковали бы, ну, отделяли бы хотя бы там спортсменов, там, более-менее шустрых каких-то ребят. Не килишевали бы вот с дедами и с бомжами. А что у вас вообще в армии деды и бомжи? Ты не задумывался? Я не знаю, что они делают и как они туда попали вообще. На парадах у вас вот это водили бравых солдатиков, там такие были? Не такие. Ну, вы же видите, кто здесь? Я вижу уже 2 То есть года, кто ты- здесь. Ну, Зайди ко мне на канал, и ты посмотришь, что такие, как ты, у меня с первого дня, с первых дней войны. И рассказывают все как есть. Можно полностью хронику войны по этим интервью воссоздать. И кадровые военные, которые, правда, не сильно были лучше этих бомжей, но все же кадровые военные, они были первых 2, 3, 4 месяца, потом они закончились тупо и все. Вот тебе великая армия. Ж надо быть каким конченым, чтобы послать группировку 200 тысяч на столицу чужой страны с полной уверенностью, что они придут и их там будут встречать цветами, хлебом, солью. А впечатление, что они именно так и думали. Вот те группировка 200 тысяч, которая была уничтожена в первые месяцы войны, если не уничтожена, то покалечена. Вот это и были кадровые военные. Потом все, пошли мобилизации. Кстати говоря, они не заканчиваются. Только они проходят скрытно. Знаешь об этом? да. Ну ладно, я надеюсь, там за тебя там позвонят, не знаю, скажут. Тебя хоть в список на обмен включат. Позвонят. Нету, да, сейчас? С нашей стороны есть что-нибудь. Вон с нашей стороны, вон у меня список лежит. Ты с нашей стороны, пожалуйста. Достаточно обратиться просто к нам «Хочу жить», есть такая программа. «Хочу жить» или там координационный штаб. С вашей стороны достаточно просто обратиться и, пожалуйста, мы скажем, что вот, да, есть такой, все готово отдать. Ну, сейчас сам, братишка, сделай. Так они не хотят даже вас у себя внести, чтобы поменять. Ну, вот тоже. Не хотят они, не нравятся им эти обмены, не потяги им. Зачем? Вот, в чем смысл? у Вернетесь вас же- туда, правду начнете У вас рассказывать. же был этот парень Чербаков, который со мной. Ты же вот с ним я попал. Щербаков, высокий такой. Не, наверное, не был. Высокий, худой был, он рассказывал, что он долго общался тут с женой. А, может быть, может быть. Ну, не И помню. вот он говорит, она там бегала по военкоматам уже, говорит, как к себе домой туда ходила. Да. А они отказываются призывать. Да. Жена бегает за него. А у него вроде еще и дети есть, не? Да. 3 дочери. 3 дочери, жена бегает по военкоматам. На тебе видео, знаешь, с плена. На тебе. Меня уже там все знают, номер телефона уже мой все знают. А тебе все подтверждения, блядь. Она бегает, у меня муж в плену, запишите его, заберите. Как-то. Ну как? Ну так же, как и на передовой. Как? Вы никому не интересны, никому не нужны. Вот так. Когда вас надо сюда отправить, вам расскажут, что вы строителями будете и водителями будете. Но на этом ваша карьера заканчивается. Все. Дальше штурм чужих окопов. И горы трупов В вокруг. полной темноте. И горы трупов вокруг. И раненый, ты не раненый, всем насрать. Все, давай. Это послесловие и заканчиваем. Надеюсь, что братишка все сделает. Подали в список нас на обмен, чтобы обменяли. Там будем думать, что. Пойдем. Все, иди.